Всем привет, дорогие друзья! Давно, можно так сказать, не виделись, не слышались, буквально ровно сутки. И на ваших экранах уже матч за третье место на World Series 2024. В предыдущих стримах мы видели, как с разгромным счетом, можно так сказать, 7-2 вылетел лифтрак от Экскала. Там Экскал оформил, наверное, одну из самых быстрых своих побед в полуфиналах. Во втором матче мы с вами наблюдали, как Big Size сражался храбро, но счет, конечно, был не на табло. 7-2 проиграл Big Size Маракару. Маракар Экскал у нас в финале, а Лифт Трак из Ирана будет сражаться с Big Size из Дании в матче за третье место. По регламенту матч за третье место у нас состоит из 8 побед. Кто наберет первые 8 побед, тот, собственно, и победил. Там, конечно, есть же Миррор, но мы еще до него дойдем, если дойдем, конечно же. Надеюсь, матч будет вкусным, интересным на событие. Все-таки матч за третье место. Данные игроки немного совсем не дотянули до победы в финале, в полуфиналах. Ну, буквально там, наверное, им где-то мастерства, чуточку везения не хватало. Поэтому придется им все-таки довольствоваться третьим местом. Проигравший будет у нас на четвертом месте. Тоже неплохие результаты на самом деле. С учетом того, что Маракар и Экскал набрали просто зверских каких-то, и не побоюсь этого слова, темпов в игре. Предлагаю вам стартовать с первого матча. На карте Blue Hole играли игроки. Ну и запускаем потихонечку. И игра у нас стартует. Внизу на данной карте у нас Big Size, ванильный китаец. Против него Лифтрак, Гла, токсиновый генерал. Синий цвет у нас Лифтрак из Ирана и оранжевый цвет Big Size из Дании. Мастера своего дела, тут, конечно, не поспоришь. Даже обидно, что они не в финале, но, к сожалению, придется им довольствоваться только матчем за третье место. Best of 15, то есть до 8 побед будет длиться это противостояние. Кто кого переиграет, тот и заберет с собой утешительный приз. Сейчас я, кстати, быстренько гляну, какой там утешительный приз. Такс. Буквально несколько секунд. Пока все равно игроки строят базы друг друга. Я вам скажу точно, сколько же все-таки заберет в матче за третье место тот или другой игрок. Так. Матч за третье место у нас за $1900. Четвертое место получит $800. Слушайте, ну это тоже неплохие результаты на самом-то деле. Это очень даже хорошие результаты. Деньги немалые. Деньги немалые на самом деле. Некоторые, можно так сказать, живут на $2000 в год. А тут игрокам предлагается, сыграв один матч, заработать такие деньги. У Big Size допетлял грузовичок аж до вражеского ресурсного центра, но вообще никаких там не добился особых результатов. Рабочие просто убежали оттуда. Лифтрак их оттуда увел. Что касаемо, смотрим по карте, какая ситуация у нас развивается. Ну, понятное дело, во все стороны разбежались рабочие от Лифтрака, установили везде свои норы для того, чтобы дать возможность иранцу атаковать с более выгодных для него позиций и как можно больше ресурсов себе захватить. А у Big Size военный завод на левом фланге. Здесь есть такие небольшие полуострова. На этих полуостровах располагаются коробочки, которые можно, в принципе, одному или другому игроку собирать. Тем самым преувеличивая размеры своей базы и своих боевых групп в размерах. Уже подъехал на правом фланге танк Дракон от Big Size. Пытается как можно больше
мешать своему оппоненту Лифтраку, чтобы тот не смог ни вышек забрать, ни где-либо еще закрепиться в неудобных местах. Ну а в ответ Лифтрак уже атакует супер техничкой. Причем одним снарядом добивает сразу 2 грузовичка с флеш-уроном. Достаточно интересно. Поехал танк-дракон по левому флангу. Техничка, кстати, до сих пор от Лифтрака не остановлена. И начинает работать по экономике, не давая Бигсайзу тем самым уходить в большой отрыв. А еще лучше и минимальное количество ресурсов зарабатывая. Погнались гатлинги, но гатлинги очень медленные, поэтому они за техничкой не угонятся. А вот бульдозер, кстати, Лифтрак догоняет. Находит где. Блин, а тут рядом еще один бульдозер был. Но есть командный центр у Бигсайза, поэтому это не страшно. На левом фланге скопились 2 танка дракона. Дальше они не поехали. Просто разжигает сейчас стена огня. По нему работают квады. Так, аж техничку тоже сожгли. Ах, техничка была хорошая. О, какой танк-дракон заезжает в гости к Лифтраку. Будет попытка сжечь нефтедобывающую вышку. И, к сожалению, неуспешно для Бигсайза. Очень неуспешно. Так, что у меня по этому самому? Так, кстати, как, ребят, качество картинки теперь на ютубе? Нормально все, не пикселит, все хорошо. Вроде все нормально, мне нравится. Так, поехали квады в погоню за гатлингами. Один гатлинг уничтожен, и второй все-таки доезжает. Но пока по карте больших каких-то результативных атак не наблюдалось. Все пока местечкового масштаба. Разве что вот хеликсы пытаются из центра выгнать Лифтрака. Насколько это будет успешно, пока не ясно. Квадами пытается вести погоню за хеликсами Бигсайза. Бигсайзу приходится потерять один хеликс, и другой с пропагандой просто улетает оттуда, поджав хвостик. Не захотел он дальше ввязываться в борьбу против квадов. Квады в этой борьбе однозначно бы победили. Пытаются драконами сжигать добывающие ресурсные центры. Вроде как рабочие как минимум сгорели. На левом фланге продолжается атака танками-драконами. Попытка сжечь норки. Пока вроде как норки справляются, нет? На правом фланге у Лифтрака 4 квада просто своим ходом двигаются. Башенку решил уничтожить. Башенка упадет и прям на вышку. Есть уже и миги с напалмом. Но миги, к сожалению, квадами очень быстро сбиваются. Вторую вышку начинает атаковать. А Лифтрак, тут уже драконы приехали спасать свою нефть. Вверху очередная попытка Бигсайза выселить Лифтрака с этой территории. Не знаю, насколько она будет успешна. Пока так. Пока не очень успешно. Так, продолжает Лифтрак атаковать 2 квадами. Причем квады уже добрались даже до аэродрома. Сразу уничтожаются миги при взлете. Не дали им сильно разгуляться. У Бигсайда просто огромная группа с танками-драконами поехала куда-то на правый фланг. Там пока никого нет. Там еще один танк-дракон. Здесь 4, и тут еще один, 5. Главное сейчас Лифтраку не пропустить эту атаку танками-драконами. Тут дом встречает, дом сразу сжигают. И поехали дальше. А есть чем Лифтраку ответить, пока я ничего не наблюдаю. Танки-драконы повсюду. Пытаются сжигать и еще раз сжигать. И сверху много танков-драконов. Против них используют скорпионы. Скорпионы с апгрейдом на ракеты и на токсиновые снаряды. Есть квады в норках. Танки, драконы пока ничего такого страшного не могут сделать. Их, в принципе, неплохо так ловят. Есть в воздухе миги от Бигсайза. Они также с напалмом. Также выжигают центр. Помогают своим дракончикам. Уже слышим звуки арт-удара. Арт-удар
на вышке, скорее всего, судя по его траектории полета. Внизу также имеются... У нас атака. Полетела еще ковровая бомбардировочка. Также по нефти. Нефть выбивается. Уже в дом засели ребята с ракетницами. И не дают драконам просто так прорваться туда. У нас на правом фланге продолжается упорная попытка от Бигсайза прорваться своими драконами. Далеко они, правда, не проезжают. Миги все летают. Миги все летают. Ресурсный центр уничтожен в центре. Ну, есть скорпионы, которые эти все драконы пытаются ловить. Но Лифтраку, кстати, не получается найти слабые места. Несколько раз он попытался, вроде как доехал, но пока добрался до базы самого Бигсайза, там юнитов фактически не оставалось. Танки-драконы с очень большим упрямством пытаются пробиться через центр. Слева также атака уже от Лифтрака, но есть миги в воздухе. Сжигают один квад. Драконы все пытаются сдерживать этот натиск. Плюс еще и миги тут помогают. И у Лифтрака остаются только танки-скорпионы, которые, в принципе, могут добить уже этот военный завод. Да, добивают. Но на правом фланге у Лифтрака могут быть сейчас проблемы. Слишком много. Пытаются только за счет танков-драконов играть. Бигсайз, прорывая тем самым оборонительные ряды Лифтрака. Но перехвачен один из танков драконов. И от этих танков ничего не остается. А сам же Бигсайз уже пытается на вражеской территории добывать ресурсы. Слева статус-кво так не был особо нарушен. Потерян только был военный завод. Больше там ничем таким не увенчалось успеха у Лифтрака. Дальше он не прорвался. Там уже остановили. Также Лифтрак уничтожает ресурсный центр Бигсайза, который был в наглую поставлен. Кстати, можно дальше ехать. Но миги уже в воздухе. Миги уже в воздухе и отрабатывают по скорпионам. Перехваченный у Бигсайза танк-дракон сжигает предыдущего своего владельца. Уничтожает ему ресурсный центр. Бульдозер, кстати, ну, бульдозер ремонтирует домик. Поехали опять танки-драконы на левом фланге, а на правом фланге попытка атаковать от Лифтрака. Вроде как очень даже успешная. Тут был военный завод, его тоже уничтожили. Тут же находится центр пропаганды, казарма. Но центр пропаганды будет поважнее, поэтому его первым делом сжигает Лифтрак. Ну, а квады вторым темпом казарму уничтожают. Плюс еще вышка находится. Ну, очень плодотворная атака от иранского игрока. Танк-дракон, конечно же, уничтожен, но квады тут добьют эту вышку. По-любому, куда ж без этого. В центре уже Бигсайз переходит в сбор ресурсов. Здесь коробочки на этой карте, возле этого импровизированного озера. Ох, сколько мигов здесь. 2 мига сбили. Но это ненадолго. Они восстановят их, скорее всего. Бигсайз. Токсиновая бомба в центре под добывающие машинки. Грузовички какое-то время добывать там не смогут. Плюс еще и бульдозер там страдает. Миги пытаются оборонять свою базу, но Лифтрак вроде как нашел слабое и уязвимое место, куда можно атаковать. Плюс еще и с левого фланга поехала небольшая группа. Здесь по большей части она состоит из техники и ребелей. Техника выбита мигами, но ребеля побежали дальше. И уже есть скрытая атака. 5-й ранг есть у Бигсайза и 5-й ранг есть у иранского игрока. Миги сразу же моментально закрывают эту норку, не давая
вообще возможности какой-либо там провести атаку. Очередной арт-удар у нас вылетел. А куда это, интересно? Ну, посмотрим сейчас, куда он прилетит. В центре, опять же, Лифтрак начинает уже выгонять Бигсайза с этой территории. Так, это по нефтедобывающей вышке. И второе, это у нас что, мины? Мины, но они как-то не долетели или где-то были сброшены раньше. А, в центр мины, все понятно. Ох, огромное просто количество мигов. Три аэродрома сейчас есть во владении Бигсайза. Ну и у Лифтрака, по-моему, ситуация повеселее будет. Справа у Бигсайза добычи нет. Какое-то время назад он потерял там территорию. Вверху, кстати, Лифтрак тоже все-таки пробили ему территорию. И там есть тоже свободные коробочки. Там дракон там не дает зацепиться вообще нигде, ни за что. Миги хорошо справляются. 4 уже аэродрома. Огромное просто количество мигов. О, датчанина. Это просто жесть, конечно. Они все сжигают на своем пути. Но не может, конечно, все проконтролировать Бигсайз. Некоторые миги падают. Чем будет отвечать Лифтрак на такое огромное количество авиации? Ну, можно как бы скрытую атаку провести где-то. Но миги в воздухе, они все патрулируют, поэтому сложно будет. Сложно будет что-то с этим сделать. Разве что, когда они отстрелялись, тогда, в момент, когда они вылетели за очередной своей целью и садятся на перезарядку, где-то в этот момент подловить будет возможность у Лифтрака. Лифтрак, конечно, начал уже вовсю строить вторичную экономику. Она ему нужна. Она ему даже очень нужна. Не оставляет попыток Бигсайз на левом фланге. Там раз за разом Лифтрак отстраивает новый ресурсный центр. И раз за разом туда заезжают танки-драконы и все это дело сжигают. На правой части карты, на аналогичном полуострове небольшом, пытается Лифтрак свою территорию закрепить. Не знаю, насколько это будет удачно, но вроде как пока ему не мешает Бигсайз. А вот и скрытая атака. Полетела ковровая бомбардировочка. Ага, а вот и квады из той самой скрытой атаки. А там мины есть, туда ехать дальше не стоит. И сдается Бигсайз, отдавая первый балл иранскому игроку. Лифтрак делает счет 1-0. И мы с вами будем переносить свое внимание на второй бой. Ответная игра, карта Blue Hole, синяя дырка. И Бигсайз у нас в этой игре теперь будет играть за глатоксинового генерала. Против него Лифтрак берет под свое командование китайский ванильный генерал. Ну что, надеюсь, Бигсайз сейчас может отыграться, выровнять счет. Пока он в первой игре свой первый балл отдал сопернику. Карта богатая на территорию, на вышки. Глашнику здесь проще. Вот множество боев, которые мы смотрели, глашники все-таки, наверное, в 80, ну, может, меньше, в 70% случаев глашники забирали карту себе под контроль и начинали, конечно же, прессовать. Будь то американец, будь то китаец. Им пофиг. Поехал вперед грузовичок от Лифтрака. В первой игре был похожий грузовичок
Вот Big Size... Ой, а что там? Только одного рабочего раздавил. Но Big Size не так, конечно, умело спрятал своих рабочих. Подбежал подрывник, подорвал грузовик, но забрал еще одного рабочего с собой. На ресурсном центре пока добыча не производится. Есть первая техничка от Big Size. Я так понимаю, это будет подрыв сейчас. Она же пустая, что ли? Техничка это. О, какой рабочий от Big Size. По правому флангу пробежал парень. И можно, кстати, сюда норку поставить, пока ее никто не видит. Интересно. А ее не видит, да. Не видит ее сейчас пока лифтрак. И ему обязательным порядком надо бы туда поставить. А лифтрак, кстати, сам переходит в Хеликс. Хеликс с гатлингом. В принципе, неожиданный ход для Big Size. И Big Size теряет свою основную базу. Потому что танк-дракон приехал. Даже два. И сжигают остатки базы. Ну, да, тут надо с этой техничкой разобраться. Сейчас Хеликс разберется с этой занудой. И, в принципе, может ехать дальше себе. Лететь, вернее, дальше себе делать свои темные дела. Так, а где живет? Где живет Big Size? А, вот у него где находится последнее здание у Big Size. Big Size выживает, по сути, сейчас по всей карте. И Хеликс находит, где находится этот ресурсный центр. Высаживает танк-дракон и полетит себе дальше. Ага. Танк-дракон доехал уже даже до этих. Ну, по-любому должен видеть это последнее здание. Ресурсный центр уничтожен. Где-то каркасы еще есть. Ага. Прям под самим носом у лифтрака живет Big Size. Правда, я думаю, что недолго ему осталось. Ой. Ну, летает Хеликсом, смотрит, куда ему залететь, чтобы добить все-таки. Чайна находит, где последнее здание. Много ракетчиков есть в норке. 2 казармы только. 2 казармы, и за счет добычи с вышек живет сейчас Big Size. Ну, увидел, где. Сейчас туда поедут танки и драконы, будут все это дело выжигать каленым железом. Не везет во второй игре Big Size. Ну как не везет? Тут, наверное, больше заслуга лифтрака. Он все-таки сумел быстро сориентироваться, заказал себе Хеликс. И Хеликс наделал тут делов. По большому счету. Но Хеликс сбили. Героя этой войны, наверное, все-таки не стоит забывать, но его сбили. Подрывничок добежал до дракона. Подорвал его. Но надо дальше. Дальше. Ну не надо, зачем тут вставать? Будет новый Хеликс или нет? Вот в чем вопрос. Танк-дракон сжигает стеной огня все, что там движется. Так, ну а Big Size продолжает жить. Не смог его дожать лифтрак. Не смог. Ну, танками и драконами просто сейчас сжигает остатки базы Big Size. Еще и без вышек он потихонечку остается. Ну, а датчанину, наверное, все-таки рано или поздно придется сдаться. Так долго ты выживать не сможешь. По-любому приедет какой-нибудь танк-дракон и сожжет твои последние постройки. Вверху
слева живет пока Big Size. Танк Дракон, ну, тяжело ему туда доехать. И с дома его обстреливают и из норы. Еще вот танк Дракон встал. Еще один хеликс есть у Лифтрака. Справа работает еще один танк Дракон. Ну, я думаю, что далеко с такой игрой Big Size не заберет второй для себя балл. Уже прилетела ковровая бомбардировка. И сейчас еще это все дело накроется еще и арт-ударом. Еще одну вышку отминусовали. И тут две сразу можно уничтожать. Почему танк Дракон у Лифтрака встал? Забыл, походу, про него. Но Big Size потихонечку базу свою восстанавливает. Ну, не давай добывать ресурсы с вышек, уничтожь их. Ё-моё. Пока время тянет... он решил их перехватить, все понятно. Время пока играет не в пользу Лифтрака, как по мне. Big Size тем самым потихонечку восстанавливается. Хотя и с проблемами, но все-таки основная база у него живая. Ну, вышки. Решил перехватить вышки. Не стал их уничтожать, посчитал, что они ему еще понадобятся. Да, но Big Size прям очень быстрыми темпами старается восстановить утраченную свою базу. И у него это удается пока. Но в какой-то момент прям казалось, что Big Size все уже не живой. Нет, все-таки живой. Все-таки живой и продолжает борьбу. Конечно, не в невыгодных позициях для себя. Но и Лифтрак, в принципе, вперед пока сильно не рвется. Используют танки Драконы и Хеликсы. Хеликсов уже 4 штуки, один из них с пропагандой. То есть квадами тоже будет опасно связываться с ними, да, и вот, собственно, квады все прям пострадали. Потерял один Хеликс, второй Хеликс упал. Ой, еще один квад живой, надо по нему бить. Еще один Хеликс падает. И последний Хеликс остается. Уничтожается. Все-таки добился своего Лифтрак с потерей 3 Хеликсов к ряду, но все-таки добился успеха в намеченных для себя целях. Правый фланг от Big Size он зачистил. Продолжается движение танков Драконов. Тут дом не дает подъехать Дракону. И уже эту территорию занимает вовсю Лифтрак. Еще огромная толпа танков Драконов. Чисто драконами играют. Что в первой игре играл Big Size чисто драконами, что во второй игре. Один танк Дракон отвлекал внимание чуть левее, а остальная группа поехала дальше по своему курсу. Да. Они просто выжигают все на своем пути. Можно ехать дальше, да, еще добавляют дракончики. Продолжают свое движение вперед. И только не надо своих сжигать. Только своих не надо сжигать. Вовсю в центре, кстати, добыча идет у Лифтрака. Он долгое время прессовал, поэтому может себе позволить такое. Ну и с тыла драконом заезжает Скорпион. Но надо развернуться и
прямой наводкой уничтожить его. Новую группу с хеликсами собирает Лифтрак у себя на базе. Есть командный центр, аэродром уже второй по счету. Все нормально. По ресурсам всего хватает. И хеликсы полетели вперед. Главное, чтобы сейчас было чем встречать такую огромную группу с хеликсами. Тут 6 штук. На одном из них пропаганда. И еще и полетел арт-удар. Да. Есть квады. Есть квады. Ой, чуть-чуть промахнулся. Норку. По норке целился. Надо было чуть-чуть Лифтраку потормозить. Он слишком рано показал хеликс. Надо было их как-то выманить. На доли секунды буквально. Хотел сделать красиво, не получилось. Еще и ковровая бомбардировочка по группе с квадами. Ёп. Вот это, кстати, красиво было сейчас. Миги отработали, потом ковровочка и хеликсами добивает базу Бигсайз. Вряд ли после такого Бигсайз сможет очухаться. Мне кажется, вряд ли. И сам себя загоняет, правда, Лифтрак в угол. Приходится разворачиваться и попытаться дать бой квадам. Квадам бой удается дать, но, конечно, ценой потери 3 хеликсов. На левом фланге продолжается борьба за эту территорию. Там находится командный центр глав. И танки-драконы уже. Поехали добивать остатки. Остатки базы. Сжигается гнездо со стингерами. И поехал дальше. Своими драконами. От норы на левом фланге избавился. Ну, это все. Вот теперь, наверное, точно последнее мгновение жизни Лифтрака. Ой, Лифтрака Бигсайза. Лифтрак. Для Лифтрака как раз таки все хорошо. Все прекрасно. Чего не скажешь про Бигсайза. Сразу сбрасывается Эми-бомба под военный завод. И конечная для Бигсайза. Бигсайз не смог в этом противостоянии забрать себе дополнительный балл. Так, ну и предлагаю вам перенестись к третьему матчу. Следующей картой у нас будет Эльфис Хейвен. На верхних позициях у нас играет Big Size, оранжевый цвет, ГЛА, невидимые войска, стелс в простонародье. И против него опять китаец, но в этот раз ядерный китаец Лифтрак. Ну что ж, против стелса будет немножко, наверное, сложнее. Все-таки норки скрытые никто не отменял. Если рабочий где-то сейчас пробежит, прошмыгнет и все-таки поставит какую-то норку, это будет крайне неприятно. Лифтраку надо быть крайне сейчас осторожным, аккуратным и внимательным к этим норкам рабочим, которые делают забегания. Карта очень хорошая. Делалась специально для Эльфи Эйса. Пегас. В центре у каждого игрока на базе. Пиксельный, но все же. Широкая. Достаточно ресурсная. Ресурсов на ней хватает. Там я стал
невольным свидетелем того, что там какие-то неприятности были с LFAS, не знаю. Вроде как решил заканчивать свою карьеру стримера. Не могу сказать точно, но что-то он подумает, наш дядя Элфи, о своей карьере в будущем. Хотя, скажу так, неплохо набрал он обороты, очень даже хорошо. Очень даже похвально. На всех парах мчится от бигсайза техничка по правому флангу в сторону лифтрака. Сразу высадился рабочий. Рабочий лифтраком, естественно, что не увиден. Вообще никак. И по бульдозеру. И ой, неужели бульдозер все-таки уничтожит? Да, уничтожил. А есть еще бульдозер? Есть бульдозер. Чуть-чуть правее. Еще одна техничка. Мчится вперед. И высаживаются ракетчики. И это дозерхант. Нет. Дозерхант есть. Оформлен. Ну, может быть, вот она, игра бигсайза, в которой он сможет набрать первые свои баллы. А Норку, кстати, так до сих пор лифтрак и не обнаружил. А она у него очень прям даже таки под боком. Что касается самого бигсайза, тоже не все так радужно и гладко. Тут батл-мастеры добираются до ресурсных центров, уничтожая тем самым рабочих. Так, ну, что-то как-то не получилось здесь остаться незамеченным. У бигсайза как-то глупо пошли вперед ракетчики. Зря так, не надо. Сам себя же и обнаружил. Но, кстати, сверху есть и снизу есть норки, поэтому этот ресурсный центр так попал немножко так в тиски. Давит ракетчиков. Это, кстати, плохо. Все свое внимание бигсайз сконцентрировал на уничтожении этого ресурсного центра. Ресурсный центр уничтожил, но остался без квадов и ракетчиков, которые там были рядышком в поддержку шли. Так, у бигсайза есть сверху. Также уничтожены машины добывающие. И временно у нас играет лифтрак вообще без добычи ресурсов. Достаточно далеко у него машинки. Две этих крутых норы уничтожены, но нависают еще две сверху. Надо с ними тоже будет как-то решать вопрос. Тут уничтожается уже окончательно вопрос с этим ресурсным центром. А новых, кстати, ресурсных центров у лифтрака уже может и не быть. Вернее, не может не быть, а их и не будет. Бульдозеры-то потеряны. И с обеих сторон сейчас. Ну, правда, слева нет норок. Никаких. Абсолютно. Без апгрейда на изотопы, конечно, группы большие с батлмастерами водить не надо. Ну и остается лифтрак играть и с тем, что у него осталось. У бигсайза, кстати, дворца до сих пор не видно, не наблюдается. Он занимается чисто экономикой и освоением ресурсов. Нет, все-таки лифтрак осознает, что тут без шансов для него. Первый балл забирает себе бигсайз в этой игре. Ну что ж, давайте смотреть следующую игру. Кто у нас получается? Первая, вторая, третья, четвертая. Карта та же, Elfis Haven. Но только у нас игроки меняются местами. Теперь у нас Big Size, датчанин. Достаточно титулованный игрок. Играет за ядерного китайского генерала на нижней части этой карты. Сверху по диагонали от него располагается лифтрак. Синий цвет у него. Гла. Стелс.
Интересно, как Big Size сможет сейчас выровнять свою ситуацию. Ему надо еще одну игру забрать, и, в принципе, он сравняется по очкам с иранцем. Но тут, хоть и Ребель невидимый, но его чуть-чуть не переехал грузовик от Big Size. Кстати, поехал искать лазейки к рабочим, а здесь уже коробочка, тут как тут. И просто так не проедешь. Хотя здесь фуфельная казарма, но она все-таки не даст возможность грузовичку туда попасть. Бежит своим ходом подрывник. А куда? Ой, кстати, а здесь-то бульдозер. Нет, никуда не добежал. Ничего хорошего не добился этот подрывник. Техничка. Техничка поехала вперед. Батлмастер едет по своим делам на базу. Опа, перехват. Это неплохо. Неплохой перехват. Так, два ракетчика здесь раздавлены мастером боя. Еще один БМ. Его, кстати, если тоже будет перехватывать или нет. Нет, он все-таки взрывается. Но сейчас заведет его в норку, он отремонтируется. Это не страшно. Справа на проходе имеется одна норка и несколько ракетчиков. Пока Лифтрак не играет так агрессивно, как Big Size в прошлой игре, нет от него ни подрывов, нет от него попыток уничтожить вражеский бульдозер, ничего пока не имеет. И в ответ Big Size одиночными батлмастерами заезжает в гости. Тут уже строится дворец. Сейчас будет искать, где рабочий там. Ага, рабочий. Нет, он поехал к добытчикам. Да, придется нового рабочего сюда вести. Ударной волной его тоже снесло. Три квада едут справа. Там батлмастер уже ждет их. Но они его должны уничтожать, он с ними не справится. Ну и есть возможность побежать дальше на захват вышки, да. Как раз таки этим и пользуется у нас Лифтрак. Сам не пропускает, но и в атаку не может нормально пойти. Он, кстати, играет чисто от развития. Я так понимаю, не боится ни оверлордов, ничего. Есть уже черная лотос. Есть центр пропаганды у Big Size. Я не знаю, он пока не пользуется ни ECM-ками, ни оверлордами. Хотя их, в принципе, уже стоило бы ожидать. Они бы с большей долей вероятностью смогли бы пробить базу Лифтрака и нанести ему достаточно ощутимый урон. Они уже в очередной раз доезжает до ресурсника у нас Батлмастер. Так, еще и драконов добавляет. Тут у нас перехват вышки. Что-то у нас Лифтрак, кажется, мне заигрался немножко в экономику. Мог бы, в принципе, поактивнее атаковать. Что слабенько он атаковал. Ну, в принципе, за что сейчас может и поплатиться. Боевой автобус уже есть.
Но вот она, группа с оверами. Вот эту вот группу тяжело будет останавливать. Есть ли апгрейд на изотопы? Нет. Так что тут надо батлмастерами этими очень аккуратно играть. Иначе они могут вызвать цепной взрыв. Уже черная Лотос добежала до вражеской базы. И слишком долго раскачивался лифтрак. Настолько долго, что дал возможность Бигсайзу очухаться. Опа, Оверлорд хотел перехватить. Неудачно. Попытка была хорошая, но один Оверлорд все-таки был потерян для Бигсайза какое-то время. Но рядом есть аванпост, который высадил одного ракетчика и забрал себе обратно. Не отдал трофей Лифтраку. А Лифтраку нечем вообще. Он чисто в экономику играл. Зачем? Забирает себе 1 балл. Еще Бигсайз. И счет у нас становится 2-2. И переносимся на 5-й матч этого противостояния. Следующая карта Arctic Arena. Все время я ее путаю с Arctic Laguna, блин. Почему? Бигсайз. Опять глашник, только в этот раз подрывной. И пех. Пех, лифтрак. Слушайте, ну у нас сегодня, короче, в каждом из боев выпадает просто Китай-гла, но каждый раз разные глашники и разные китайцы. Интересно наблюдать. И пока счет 2-2. На разных картах разный счет. Первые 2 карты забрал себе в копилку Лифтрак. А вторые 2 карты забрал себе в копилку Бигсайз. Опять же, на карте ресурсов до хрена. Играют через 2 казармы для быстрого захвата. Что один, что другой игрок. Пока вроде как быстрее... Бигсайз. Не факт, конечно, что так будет всегда, но... Бульдозер на правый фланг этой карты уходит. Все, наверное, сюда поставят бункер. Или нет? Там уже рабочий есть. Есть уже первые норки в центре. Есть первая техничка. Едет на левый фланг. Она пустая, не пустая, пока непонятно. Тут бульдозер встречается. Один рабочий встречается с другим рабочим. Сделать они друг другу ничего не могут. Разве что бульдозер может его раздавить. Интересно. Лифтрак его видит. Должен видеть, по крайней мере. Танк-дракон доехал до центра, но тут вроде как справляется с ним квад. Так, техничка. Это или разведка. Да, это походу разведка. Она пустая. А рабочий бежит дальше. То есть на рабочего внимание Лифтрак не обращает. То есть ему и так, в принципе, норм. Дает захват вышек Бигсайзу. Есть первый набитый аванпост. К нему движется подрывник. Так, ну там есть миниганеры, поэтому этот подрывник не опасен, если его вовремя начнет останавливать Лифтрак. Норка. Норка. Ты ж... Ёп. Короче, здесь находится казарма. По-любому ее видит. Ну, видит вот Лифтрак. Он ее увидел. Но ничего не предпринял. Что очень странно. Еще один рабочий на левый фланг. А он прям по самому краю бежит. И его тоже, скорее всего, не заметил.
Лифтрак. Что-то Лифтрак после первых двух своих побед как-то расслабился. Или что это? Возможно, расслабился. Очень большую группу Big Size выводит из той самой норы, того самого рабочего, который просто пропустил лифтрак, не увидел. Придется сейчас туда обращать внимание, чистить, а там уже вторая норка достроилась. В центре, в принципе, у Big Size все хорошо. Тут один дом занят пехотой. Как бы не критично, здесь норки есть, вышку одну забрал, вторую уничтожил ему лифтрак. А вот у самого лифтрака здесь надо разбираться с этими рабочими. С этим рабочим, который все строит и строит. Аванпосты вообще стоят. Никак этому делу не мешают. И поехал совместно с танком драконом вперед. Но тут же сразу квады встречают из норы. Одну норку все-таки потеряет Big Size. Так, этот дом будет сожжен. Такое ощущение, как будто не лифтрак играет. Первые пару игр играл лифтрак, а вот в следующих играх как-то остановился, что ли. Но играл уже на первых играх более-менее. Что произошло? Ну все, с норками решил вопрос. Но пока с норками решал вопрос, Big Size себе еще одну вышку отхватил. А карта-то тоже не маленькая. Карта тоже не маленькая. Огромная группа. Огромнейшая группа с аванпостами едет в центр. Несколько аванпостов оставляет дежурить у себя на базе. Остальные все поехали вперед. Главное сейчас Big Size, чтобы хватило сил остановить это все безобразие, которое едет в центре. Проезжает, нормально. Пока не справляется. Big Size обратно себе возвращает вышку в центре. На левом фланге техничка. Техничка с подрывниками. Неудачная техничка. Крайне неудачная. У Big Size, по-моему, не хватает сил обороняться. Успел норки хоть выстроить. Сделать такой фронтир в центре. Есть момент, где можно справа проехать. Есть момент, где можно слева проехать. Но через самое укрепленное место пытается пробиваться лифтрак. Много скрапов оставил. Полетела ковровая бомбардировочка. Третий ранг уже имеется. Ага, он чисто по обороне решил, чтобы было легче пробиваться. Ну да, тоже надо, как вариант. Есть несколько квадов, всего-навсего. То есть это небольшая группа. Но очень сложно дается сейчас Big Size эта оборона. И продолжает просто давить масса еще с лифтрак, выдавливая все содержимое из этого Big Size. Есть там German Kell. Центр прорван. Центр прорван, но тут есть еще правее и левее позиции, которые надо было бы прорывать. German Kell отстреливает по одному ракетчику. 4-й ранг уже у лифтрака после этой атаки. Атака хоть и захлебнулась, но центр временно прорван.
есть туда можно ехать дальше. Полетели мины, я так понимаю, под норки. Или чисто в центр? Чисто в центр. Еще одну вышку себе перехватил. Лифтрак под шумок, пока его атака шла. Черная Лотос сработала по красоте. Но Лифтрак очень большая группа юнитов ведет. Есть скат-лаунчер. И из норы в норку сейчас будет терроризировать Лифтрака. Лифтрак пытается всей силой пехотного генерала прорваться. Джерман Келл успел сесть в норку? Не успел. Короче, непонятно. Есть еще одна нора, из которой... А, не, успел Джерман Келл спрятаться в норочку. Ой, как неудачно выехал сейчас Биг Сайз своим скат-лаунчером. Ой. Ой-ой-ой-ой. Сколько сейчас фрагов набил Джерман Келл. Но еще и правый фланг потихонечку прорван. Есть уже миги в воздухе по Джерман Келлу целенаправленно. Есть на мигах напалм. Слишком много квадов. Очень много. Ну, в домике садись, что ты? Очень тяжело прорывать бигсайдза. Прям катастрофа для Лифтрака. Он пытается изо всех сил. Но тем временем уже и слева неплохая там оборона образовалась. Есть уже первый каркас скат-шторма. Очень тяжелое противостояние. Что для одного, что для другого игрока. Они реально видно, что достойны друг друга. Главное, чтобы кто-то из них не поплыл раньше времени. Ковровочка по ресурсному центру. И опять поехал на прорыв Лифтрак. И используется Ребель Амбуш. И тут же квады выехали добивать остатки пехоты, которая осталась после выбитых аванпостов. Есть еще один скат-лаунчер. Там вроде и ЦМ-очка есть. Она уводит ракеты из-под атаки. Спасает, в общем, свою группу. Есть Черная Лотос. Кстати, можно было бы попробовать перехватить военный завод. Не стал пока этим заниматься Лифтрак, хотя там рядом она стоит. Уже слышим звуки арт-удара. Есть 5-й ранг. Сейчас начнут лететь. Ковровку мы уже видели в этой игре. Теперь пришла очередь арт-удару. Но это, скорее всего, выбить нефтедобывающую вышку. Теперь слева пришла очередь Лифтраку пробиваться. Ну, кстати, очень сильно заоборонил свою базу Бигсайз. Счетчик скат-шторма уже есть. До его запуска 4 минуты 30 секунд. Ну, что-то пробивался и не получилось так до путя пробиться. Да, норки покосил, все почистил, но сил дальше проехать просто не хватает сейчас у Лифтрака. Надо больше. Так, это что у нас? Это мины в центр, что без норочек не выходили. Там где-то Джерман Келл есть, да. И миги полетели. Прямой наводкой по Джерман Келлу, минус Джерман Келл.
Также танк-дракон слева. В общем, сейчас весь экшен у нас слева на этой карте. Ну, Big Size тоже, кстати, не пальцем тыканный. У него группа из, ну, сколько здесь, 7 квадов и 1 скат-лаунчер. И едет как раз-таки прям на передовую этого сражения. Злая толпа на правом фланге работает. И мордобой у нас начинается слева в очередной раз. Это ИЦМ-ка в центре. Чтобы норки отключить. О, командный центр Big Size находится прям возле аванпостов. Маловероятно, конечно, что сейчас попытается. Из домика можно, в принципе, стрелять по командному центру. Там один рабочий машет вовсю. Новая атака в этот раз уже через центр. Ну, тут главное, наверное, сейчас внимательно обороняться Big Size. Уже 2 скатшторма у нас есть. Хватит ли сил и ресурсов Лифтраку сражаться на таком же темпе? Полетела ковровая бомбардировочка, а здесь квады остались без присмотра Big Size. И, ох ты, ёп, как хорошо туда кладет эту ковровку. Прям по квадам. Ну и добьет сейчас. Добьет командный центр. Скрытая атака. Есть что закрывать скрытую атаку? Вот в чем вопрос. Так, ну аванпосты стоят в луже с токсинами. Зачем? Тут мигами закрывает этот вопрос. Командный центр никак не может добить Лифтрак. Пытается изо всех сил. И приходится продать Big Size этот командный центр. Что по ресурсам? Есть ли вторичная экономика сейчас? У Лифтрака коробочки закончились. Коробочек больше нет. Есть ядерная ракета. У Лифтрака вторичной экономики не видно. У Big Size вторичная экономика имеется. Черные рынки уже стоят. Токсиновая бомба была сброшена в центр. И пока немножко тормознули игроки. Пытаются набраться сил. Тут по Джарменкеллу. Чуть-чуть не дожали его. Вот сволочь, а. Ну и полетел миг. Все-таки добили его. Это уже какой? 3-й или 4-й по счету Джарменкелл? О, Big Size. Есть уже в воздухе Хеликс. Да, ну... Ресурсы у обоих игроков закончились. Теперь вопрос за вторичной экономикой. 1, 2, 3, 4. 4 черных рынка. Полетел скатшторм. Куда? Ага. Не дает добывать ресурсы Big Size. Коробочки тут есть. В ответ полетели мины. Скоро будет использован еще один скатшторм. Там есть скат-лаунчер. Промахнулся. Арт-удар куда? По военному заводу? Нет. Ага, закрыть один скатшторм. Это тот, который новый. Добивает его. Хорошо. Нормально получилось. Мне кажется, не хватает Инферно. Вот с Инферно было бы полегче вскрывать эти позиции. Но я так думаю, что вместо Инферно используют авиацию. У нас Лифтрак. Вторичная экономика где? Нет вторичной экономики.
У Лифтрака совсем денег нет, он чисто за счет вышек живет. И перехватывает новые вышки под себя. Ой, черную лотос увидели. Это потеря неприятная для Лифтрака, потому что денег у него не совсем много. Очень много хеликсов. Прям очень много пытается сделать Лифтрак. Так, по вышкам у него 2 вышки. 3-4. Правильно? Не. 3 вышки точно есть. Да, 4 вышки. Так. Тут квады далеко, конечно, не проехали, но пару мигов забрали с собой точно в могилу. Хеликсы через центр прорвались. И квады смогут спасти свою базу. Да, спасают свою базу. Все хеликсы выбиты. Ух. Какое тяжелое противостояние сейчас выдали игроки. 3-й балл. Все-таки Big Size отмучил для себя. Так. Давайте смотреть ответную игру. Ну, Лифтрак как-то поплыл. Если честно. Прям очень. Теперь Big Size у нас пехотный китайский генерал на верхней позиции этой карты. И против него Лифтрак. Лифтрак у нас ГЛА подрывной генерал. Иранский игрок как-то немножко сдал. Начинал бодренько. На самом деле. Даже красиво как-то было. Поехала машинка на правый фланг. Там рабочий уже есть. У него уже есть жертва. Но он не успеет, грузовичок. Норку там все-таки достроили. А вот рабочие, кстати, забегают от Лифтрака дальше. Не, эта машинка просто экспо отдала. 51 XP отдала на ровном месте. Блин. Вот это рабочий, кстати, шикарный. Если сейчас сумеет все-таки... Блин, его не видит. Его не видит Big Size, но Big Size готовит Хеликс. Подразделение потеряно. Так. Техничка, увидели Хеликс. Увидели Хеликс, Лифтрак будет сейчас готовиться к Хеликсу. Высаживает ракетчика, садит его в домик. Не дает захватить вышки Big Size. А Big Size вперед в атаку. Хеликсы жирненькие у пехотного генерала. Сразу уничтожает захваченную вышку Лифтраком. Лифтрак теряет. Полетел дальше вышки выбивать. Так, ну тут техничка, но есть Хеликс. Все это дело увидел. Да, рабочий стоит просто на левом фланге и ничего не делает. Вторую вышку уничтожает. Сейчас третью начнет уничтожать. Через Ctrl или нет? Рабочего убивает. Ох, хороший рабочий. Сейчас Хеликс его увидит. Уже увидел. Еще один Хеликс. Теперь уже по правому флангу. А там его увидели. Там есть норка. Не увидел, что ли? Увидел.
Должен был увидеть. Так. Работает по норочке, по квадам. Так, улетит, не улетит? Улетает. И высаживает пацанов. И в дом сейчас сядут. В домик, в домик, в домик. Да. И прямой наводкой по казарме. Военный завод только сейчас появляется у Бигсайза. До этого весь расчет был на Хеликсы. Еще одну казарму своим ходом набивают. Так. Хеликс на левом фланге не дает захватить вышку. Высаживает одного миниганера. Миниганер уже с выученным захватом. И будет захват вышки. Что-то у Лифтрака не идет не так. Бигсайз только начал вышки свои брать. Ох, Хеликс на соплях улетает оттуда. И теперь сейчас пойдут аванпосты. 2 аванпоста уже есть. Лифтрак остался коцаный, но 3 вышки за собой. 4 даже за собой сохранил. Поехал таксотрактор. Из дома нежелательных гостей выселять. И по правому краю будет идти атака от Бигсайза. У Бигсайза вышек до хрена. 2, 3. Тоже 4, в принципе, нормально. У них одинаковое количество вышек. Хеликс немножко заставил Лифтрака понервничать, но, в принципе, Хеликс только ремонтируется, он только один. Высаживаются аванпосты. Успеют, не успеют? Нет, не успел добежать. Кучерявый парень. Подрывник. Есть также аванпост на левом фланге, но там уже много квадов. Танк-дракон заехал. Пышку не сожжет. Уничтожили раньше времени. В центр едут 2 аванпоста, но там дом. Там даже не дом, а просто с дома вышли. Вышли ребята. И встретили. Бигсайз начинает с центра добывать. А тут мины на минах просто подрывается. И все. Дальше не проехала техничка. Аванпост стоит просто как разведчик. Есть Джарман Келл. Ой, Хеликс сейчас потеряет Бигсайз. Но уничтожил 2 квада. Закрыл их своей тушкой. Черная Лотос забрала эту вышку. Ну, тут теперь вопрос, будет ли Лифтрак ее уничтожать или отдаст на съедение своим квадами-ракетчикам. Ресурсов у Бигсайза достаточно. Добавляют еще один военный завод.
И пытается идти по правому флангу. А там, кстати, не закрытое ничем пространство. Норок толком нет. Отвлекают домик. Карту Лифтрак должен видеть. Миги уже в воздухе от Бигсайза. Третий ранг Лифтрака дает ему возможность поставить командный центр. Есть черные рынки. Где-то должен быть дворец. Где дворец? Подожди, я не вижу, где дворец. Вот это дворец, что ли? Нет, это не дворец. Это черный рынок. Так, черные рынки есть, дворца нет. Вот это вот чудеса. Где дворец? О. Я не вижу, где дворец. Ну, это команда, это военные заводы. Где... А, вот он дворец. Всё. Увидел. О, техничка с подрывами. Минус одна вышечка. Начал уже и Бигсайз вышки терять. Долго готовился Бигсайз к своей основной атаке. Ну и Лифтрак начинает эти все атаки встречать. Черная лотос там бегает. Не так, конечно, играет Лифтрак, как Бигсайз. Бигсайз прям жестко от обороны играл. У Лифтрака ситуация похуже будет. Работают миги по квадам. Сразу 4 квада минус. Нет никакой защиты в центре. Приходите. Мои двери открыты. И Бигсайз заходит. 4-й ранг у Бигсайза, 3-й у Лифтрака. Так, уничтожается ресурсный центр. Демобайки. Как контраргумент использует Лифтрак. Но вот что делать с мигами, непонятно. Мигов становится много. Демобайки. Миги просто выжигают все, что есть. И даже чего нет, тоже выжигают. Как-то скованно играет Лифтрак. Бигсайз в прошлой игре, хоть и от обороны, но красивая у него была оборона. Там, хрен просто так прорвешь. Сколько не долбился туда Лифтрак, не получалось, а здесь можно. Даже нужно заходить. Но пока получается у Лифтрака отбиваться. Полетели снова миги. Миги просто выжигают норочки. Демобайки приехали. И уничтожают и центр пропаганды, и вышку для Бигсайза. Есть кат-лаунчер. 2 ядерных ракеты готовит у нас Бигсайз. Для Лифтрака через 5 минут, если игра не закончится, то они будут запущены прямо ему в лицо. 3-я ракета появляется. Лифтраку надо что-то предпринимать. Так дела не пойдут. Надо решать вопрос кардинально. Так, мигами тут закрывают вопрос с этим подрывом. Подрывники хотели добежать до вышки, не получилось. И переходит в свою атаку Лифтрак. Атака квадами неудачная вообще. Миги справляются даже до прихода аванпостов. Норок крайне мало у Лифтрака. Прям очень мало. И 5000 свободных денег у него имеется.
Черная лотос тут напакостила, насрала. Забрала себе вышку. Придется Лифтраку ее или обратно возвращать, или Бигсайз ее сейчас сожжет при попытке перехвата. Так, ну не надо сюда заезжать. Ох ты, ёп. Как же миги хорошо работают. Просто все квады, кроме одного, были потеряны, а квадов было много. И Лифтрак решил бахнуть туда свой ресурсный центр. Надо убирать каркас, иначе сейчас его уничтожат. Убрал. О, аж куда машинки доехали. С целью забрать ресурсы. Злая толпа есть. У Лифтрака. На злой толпе есть уже апгрейд на калаши. Непростым для Лифтрака оказывается соперник Бигсайз. Может быть, сказывается отсутствие опыта игры. Все-таки у Бигсайза имеется за плечами уже и личные победы в этом турнире. А Лифтрак, можно сказать, впервые на такой стадии. Так, есть уже арт-удар. Арт-удар, ага, на вот эту вышку. Минус вышка. И черный рынок еще зацепил. Не удается ехать с подрывами. И работают миги по норке уже. О, бульдозер какой наглый, а? Даже два наглых бульдозера тут катаются по базе Лифтрака, по его половине. По сути, центр карты за одним игроком, вторая половина за другим игроком, и там просто катаются бульдозера у Бигсайза. Есть вторичная экономика у китайца, все нормально. Готов к затяжной войне, и сейчас полетят ракеты. Еще минутка осталась. И китайцу будет не сладко. Ой, китайцу, глашнику. Нету ни одного скотшторма сейчас у Лифтрака. Ковровкой по злой толпе. Но вот в центре мало укреплений. Почему у Лифтрака мало укреплений? Тут, конечно, сработал Ребелямбуш, но укреплений нет. Ну, правда, и без укреплений получается справляться с обороной. Еще 20 секунд. Полетит первая ядерная ракета. Готовит новую группу с аванпостами. Бигсайз. Еще раз по злой толпе. Напалмом. Это мины. Или что это? Не, это... Да, мины. И полетела ядерка. Так, а что тут строилось? Да я не увидел. Ну, сразу же и Эми-бомба. Что-то здесь строилось. Неужели где-то украл бульдозер? Да, украл бульдозер. Украл бульдозер Лифтрак. И пытался отстроить командный центр. Но не удалось. Зато под электростанцией сейчас находится. У нас глашник. Еще одна ядерная ракета. Угу. В центр. А что здесь было такого важного? Или просто решил от ресурсов избавиться? Скрытая атака. Скрытая атака, решил Лифтрак избавиться от назойливого аэродрома. Не удалось.
И таксобомба. Вот, кстати, таксобомба нормальная. Но уехал оттуда как можно быстрее. А Big Size... Еще одна ядерная ракета. Куда полетит? Ага, по ресурсам врага прилетает. И мигами добивает это все. Очень тяжелая, затяжная игра у этих игроков. Это не первая такая. Всего лишь 5 игр сыграно, это 6-я. Напоминаю, бой до 8 побед. Такими темпами нас ждет очень длительное противостояние. Ой, скат-лаунчер. Спасти надо. Ох, не успевает. Еще и норку сжигают. Вместе со скат-лаунчером. Большие потери это для лифтрака. Приходится новый ресурсный центр строить. На территории Big Size уже коробки закончились. Единственное, что осталось, это вторичная экономика. Если сейчас лифтрак использует таксобомбу там, где находится вторичная экономика, это будет очень печально. На самом деле. Пытались найти Джармен Келла, не удалось, он спрятался. Очень хитрый жук. Еще один арт-удар. Есть интернет-центр. На нем апгрейды также имеются. Это опять по ресурсам, я так понимаю. Или по вышке. А тут же... по электростанции. Минус электростанция. Временно лифтрак. Временно. А может перехватить еще. Где-то бульдозер. Так, ну тут скрытые атаки надо проводить по-любому. Есть уже свой скат-шторм. Но очень поздно, уже 3 ядерки по тебе прилетело. И только сейчас появляется у лифтрака свой скат-шторм. Полетела ковровочка, а опять находится группа от... Группа Big Size опять просто на ровном месте закрывает эту скрытую атаку. Так, а куда использовал? Куда использовал Big Size свою ковровую бомбардировочку? Не увидел. Это мины. Мины в центр. А интересно, а у лифтрака есть ребелямбуш или нет? Почему он его не использует? Вышек на карте не так уж и много. Одна, по-моему, только осталась. И та под контролем Big Size. Пятый ранг у обоих игроков. Бульдозер в центре. Сейчас еще одну. Сейчас еще один бульдозер себе украдет. Так, на минах погиб. Пал смертью храбрых. Так, ну с миги очень много неприятностей сейчас приносят лифтраку. С мигами надо как-то бороться. Очень тяжело это удается сделать. Злая толпа прямиком на мины. Ой, нет, не веди туда. Квады прям по минному полю проехали. Разминировали своими тушками.
Опять у нас весь замес в центре. Но миги до сих пор в воздухе. Big Size еще не отстрелялся ими. И они как раз таки полетели по скат-лаунчеру. 2 ракеты ядерные уже откатились. Пока их не используют. Big Size. Все внимание в основном в центре. О, вот и ребель-амбуш. Вот и был ребель-амбуш использован. И полетела ядерная ракета. Военный завод уже прямиком. Прямиком на базе у Лифтрака. И добьет Скатшторм. Но не до конца, он строится через какое-то время. Один хрен. Еще одна ядерная ракета запущена. Куда? Вот это... Ага, ну теперь точно не отстроится. Теперь это точно не отстроится. Не вывозит Лифтрак такого нажима. Да, и приходится использовать токсиновую бомбу на центр. Еще одна ядерная ракета готова к использованию. Но уже у Лифтрака сил не хватает. К сожалению для него. Сейчас. Скорее всего, что ядерная ракета будет забита как крышка. Как крышка гроба гвоздем. Да. Даже не стал дожидаться Лифтрак. 4-2 становится у нас счет. Big Size начинает уже прям откровенно лидировать. Ну что ж, переносимся на 7-ю карту. Карта Oxygen. И у нас Big Size, лазерный генерал. Первое появление американца в этой игре. И против него Лифтрак, ванильный китаец. Лифтрак поменял цвет. Лифтрак поменял цвет. Скорее всего, что думает, что может синий ему как-то начал приносить мало плодов. Дрончик уже висит над базой Лифтрака. Карта очень интересная. Достаточно современная. Даже местами красивая. В центре ангел такой. А, кстати, он с другой стороны тоже такой? Или он только крыльями в другую сторону смотрит? Да. Он крыльями на север смотрит, а лицом на базу Лифтрака. На этой карте Big Size очень сильно издевался над Фарго в последней встрече между ними, когда Big Size выходил, по-моему, в 1/4 финала. Хеликс у нас уже есть. Первый от Лифтрака. Побежали ракетчики. Занимают нейтральные дома. Хеликс у нас с гатлингом. Да. Big Size для себя выбирает. Модернизация завершена. В разведку играет, по сути. Так, гатлинг уже есть. Так, увидел домик.
Big Size теперь знает, что там есть Хеликс. Он и по звуку, наверное, догадывался. Но теперь уверен, на 100%. Хаммеры, кстати, пустые. Гонятся за Гатлингом. Гатлинг решил стрелять по бочкам и уничтожил таким образом один Хаммер. Так, есть еще один Гатлинг. И Гатлинг достреливает до чинуков. Интересно. Хватает ему расстояние. Ну а тут уже Хеликс дежурит. А хаммеры пустые. Хаммеры только стол. Хаммеры только стол. Побоялся Лифтрак туда залететь. А Big Size уже вовсю вышки забирает. У Лифтрака еще ни одной вышки нет за плечами. У Big Size по вышкам все хорошо. У него даже 3 ресурсных центра есть. Плюс вышечки. Так, ну, гатлинги долго будут, на самом деле, ковырять эти вышки. Тут надо что-то посерьезней. А хаммер уже тут как тут. Привет, Ром. Привет. Ром, как, кстати, качество трансляции? Я сегодня сидел, шаманил со своей видеокартой. Меня задолбало то, что оно качество такое гальмо. Как тебе качество сейчас на ютубе? Лучше, чем было. Лучше стало, да? Ну, старался. Нет, это матч за 3-е место. Лифтрак против Big Size. Счет 4-2. А Big Size пока лидирует. Очень уверенно начинал Лифтрак. Сразу сходу 2 игры забрал. И потом Big Size просто 4 отыграл. И, как видишь, счет на табло. Датчанин пока лидирует. Ну, хрен его знает. Как-то неуверенно играет на самом деле Лифтрак. На гатлингах Чингана нет. А он нужен, так как он играет хеликсами. Нужен Чинган. Напалм уже выучен. Так что я думаю, что вскоре мы увидим и все остальные прелести китайца. А Big Size решил играть чисто хаммерами с Тоу. Бульдозер потерял, что ли? Не, бульдозер один остался. Нормально. Летают уже миги от Лифтрака. Что-то как-то... Что-то как-то слабовато они летают на самом-то деле. Хаммеры уже доехали до базы иранского игрока. И что-то слабо получается. На самом деле у Лифтрака. И атака не получается, и оборона слабоватая. Кстати, можно придумать. Я понял тебя, я понял твою задумку. Так, башенка падает и прям на аванпост. Большая группа хаммеров. Хаммеры хоть и пустые, но свою печаль в виду могут сейчас навести. Шороху. Еще хаммеры, теперь же по правому флангу. Бульдозер у Экскала. Ой, у Экскала. У Big Size уничтожен. Вот что, последний бульдозер, что ли? Ой, только не говорите, что это последний бульдозер. Не, командный центр есть. Бульдозеры в теории еще заказать может Лифтрак. Большая тут группа, но это все красногвардейцы. Издается Лифтрак, отдает 5-й балл. 5-й балл отдает Big Size. Ну, блин. Блин.
Это, конечно, прискорбно сейчас для лифтрака должно быть. Так, давай следующий реплей. Так. Следующий у нас реплей будет карта Oxygen. Матч второй, ответный. Big Size теперь за ванильного китайца. А лифтрак у нас под синим цветом вернул себе цвет на базу. У нас лифтрак. Вот. Лазерный американский генерал. Как-то он хорошо стартует и потом так неуверенно продолжает. Такое ощущение, что не уверен в своих силах. Может, нервозность сказывается. Все-таки на кону $1900. Это приз за 3-е место. Проигравший получит только 800. Блин. Может, его тоже и 800 устраивает. Черт его знает. Сразу казарма, военный завод. 2 ресурсных центра. Чем ответит у нас Big Size? Big Size тоже начинает с аэродрома. В принципе, 2 ресурсных центра. Вышек на этой карте немного. Они у нас все находятся справа. Справа 1 вышка в углу. Тут 2 вышки в центре. И 1 вышка у нас внизу в углу. Слева у нас коробочки. И в центре коробочки. Третий ресурсный центр от Big Size. И первый Хаммер. Поехал. Хаммер. В нем кто-то сидит. О, какой красногвардеец с захватом побежал от Big Size. А вот Хеликс, кстати, тоже надо сейчас чем-то остановить. Тут бульдозер. Не успеет достроить. Не успевает. Ни хрена сделать. 2 ракетчика высажены. Сбивают Хеликс. Успел. И бульдозер цел остался. Ну, молодец, молодец. А вот вышку есть шанс, что отдаст сейчас. Big Size нет, там туда поехал Хаммер. Да, погоня. Уничтожен. Опа, бульдозер. Опа, Чирик. Здравствуйте. Вы меня ждали. А тут Хеликс. В принципе, сейчас высадит лифтрак. И лазерлоками будет играть. Так, на здание надо минки поставить по-любому. Без этого уже никуда. Есть первый миг в воздухе. Опа, еще один Хеликс уничтожен. Так, он тут справляется. Красногвардейцы из труповоза. Хаммер по центру. Неудачный Хаммер. Очень неудачный, но группа... Правда, где медичка? Без медички играет лифтрак. Не считает нужным. Ой-ой-ой-ой. Камеры пустые. Камеры у лифтрака тоже пустые. Так, ну тут целая база на правом фланге. В центре возле вышек собралась, но пока еще сами вышки не захвачены. Так, минус тут миг. Бульдозер уничтожен. Все-таки наконец-то уничтожили тут бульдозер. О. Труповозов много от Big Size. Много красногвардейцев и уже перешел через центр.
Хаммеры пустые, нет? Все хаммеры пустые. Надо, наверное, флешки взять, пару штук все-таки заказать для рейнджеров. Лифтраку, ну. Ох, тут бочки такие удобные. Какой хороший подрыв в бочках был. Поэтому тут надо аккуратно по этим бочкам, чтоб самому не попасться. Сахар можно? Не, сахар пока нельзя. Ну, а сахарозаменитель можно? Что лифтрака, что экскла, что сайз насилует. Ну да, получается так. Не, ну хорошо стартовал. Да. Да. Не, ну блин. Печаль, беда, конечно. Лифтрак так обнадеживающе начинал. Очень сильно обнадеживающе играл. Но, к сожалению, начинает скатываться опять. Начинает игра опять скатываться в изнасилование. Жалко, конечно, лифтрака. Походу не хватает опыта. Походу опыта не хватает игры на таком уровне. Все-таки Big Size все-таки жмет. Причем уже прям с казармы у него пехота шлифует. Своим ходом. Пешком. Тут труповозы, БТРы, все, что их хочешь, есть. Флешки все-таки выучил на рейнджерах, лифтрак. Гатлинг. По правому флангу. Решил слева обойти Big Size. Уже такое окружение для лифтрака. Деваться ему особо некуда. Он, как по мне, хороший игрок, но больше 2 раундов на максималках не может выдать игру. Ну, наверное, я не... Ну, честно. Хотелось бы, чтобы он дал бой красивый, но, видишь, получается, что тяжело для него противостояние с Big Size. Но сам факт, что он играет в матче за 3-е место, уже тоже, я считаю, хорошая заслуга его. И даже если он проиграет, все равно он без призового фонда не останется. Может быть, было бы приятно там $1900 получить, да? Вообще по кайфу, но, к сожалению, у него шансы с каждым разом тают. Ну, появился первый следопыт. Нет. Да. Так. Я сейчас не понял. Big Size сдается. Я думаю, что произошло? Что такое? Так, ну что, 3-й балл все-таки лифтрак выжил, хоть и обороной, хоть и тяжелой для себя обороны, но выжил. Так, следующую игру надо бы нам посмотреть, да, с вами? Текс. Карта будет следующая Mountain Mayhem. Так, подожди.
Че, я не скачал ее, что ли? Да, сайт сдался. Да, я, получается, карту сейчас не скачал. Mountain Mayhem. Следующая игра. ВВС Big Size. Нижняя часть карты. Оранжевенький цвет. Лифтрак стелс. Стелс. Синий цвет. Ну, за стелса тут чуть проще играть против ВВС. У него хоть норки не подсвечивают. И ВВСнику будет сложно определить, где именно на самом деле есть норы. Аэродром. Привет. А ми коли будемо в ЗХ грати? Ох. Не знаю, Рома, даже что тебе ответить. Турнирами замучили. У меня же еще один турнир. All But Told. Там куча игр тоже. По сути, остался только я один. Ну, там еще Team Step вроде как. Некоторые матчи хочет стримить. Ой, промахнулся по-рабочему. Ну, а так, в принципе, множество матчей. Есть что стримить, как бы. Да и в ЗХ я как-то не особо желаю играть, если честно. Сам знаешь. Так, тут же вовсю вышки, захваты. Вышки, захваты, денежки капают. И первая техничка не проехала. Даже очень сильно не проехала. Бульдозер, капец. Просто поехал вперед в разведку. Скрыл тем самым норки, где находятся. Рапторы летают уже в воздухе. Их, в принципе, хватает. Так, вышка уничтожена, нет? Нет, не уничтожена. Квады. Квады. До 8 побед эта игра играется. И рапторы. Рапторы. Минус. Захват. Квады далеко не прорвались. Дрон прям над норкой висит. Видит все прекрасно. А у Лифтрака разведки нет. Да, он ничего не видит. Абсолютно ничего, разве что вот этот кусочек. У Бигсайза разведка получше будет. Причем он еще и командный центр не продавал, поэтому видит все прекрасно. Я норку точно. Подразделение потеряно. Бульдозер потерял. Так, ну рапторы только в одну цель все разрядились, это хреново. То есть, ну, на таком уровне игры он мог бы сразу по 2 квадам отработать и оба уничтожить, но не получилось почему-то. Тут же Хаммер его все собирает. Захватил себе дропзону. А что с дропзоны у... Что с дропзоны сыпется? У ВВСника? Блин, дворца нет у Лифтрака.
База какая-то слабая. Норок минимальное количество. Ну вот, пожалуйста, нет норок, нет обзора. Хаммер гуляет как у себя дома. Эти две норы вообще не жилые. Ну, квадами пытается из этих норок атаковать. Вынудил, конечно, Бигсайза продать. Бигсайз не мелочится, он сразу уничтожает. Нахрена ему чужие вышки. Будет мучиться еще ими. Добил. Тут просто катастрофически не хватает норки. Просто катастрофа. Где нора? Ну тут же должны быть две норки хотя бы. Одна минимум. А то лучше да, две. Еще и вышку захватывает. Бигсайз у него. Но это похоронная группа поехала, на самом-то деле. Бигсайзу нечего. Лифтраку нечего встречать. Ему нечем встречать. Ну и, соответственно, теряет ресурсный центр. Тут же два военных завода, они тоже под колоссальной атакой. Остановить Хаммеры тупо нечего. Норок перед ресурсным центром не было. Еще и спектроганшип. К сожалению, для лифтрака это 6-3. Не выйдет ему вырулить тут, конечно. Сейчас разберутся эти Хаммеры с этой базой и просто перекочуют сюда. А тут уже А10 отрабатывают. Без вышек остался. И живет только по диагонали карты. И то сдается. Да, 6. 6. 6. 6. 3 у нас счет становится. Ответная игра, карта Mountain Mayhem. Теперь у нас Бигсайз на верхней части карты за стелс Гла генерала. И против него ВВС США Лифтрак. Иранский игрок против датского игрока. Достаточно тяжелое противостояние для Лифтрака, хоть он и 3 игры забрал, но третья игра прям... третья победа у него была измученная, на мучениях вся. Но у Бигсайза получается намного легче прорывать иранского игрока. Можно, в принципе, на пару игр к нему ворваться, чё бы нет. Мне, правда, игру надо скачать для начала. Прям очень надо. Так, казарма, военный завод, аэродром будет, нет? Дроп бульдозера рабочих раздавить решил. Долго гоняется за этим рабочим. Сейчас подрывник просто заберет бульдозер с собой. Пока нет аэродрома. Но аэродром тут очень нужен. Бигсайз прям показывает, что в таких играх против Гла в обязательном порядке надо аэродром и рапторы.
А мне нравится, как игроки ставят так. Два ресурсных центра друг против друга возле этих коробочек. Двойная добыча идет. Аэродрома у Лифтрака до сих пор нет. Он надеется чисто хаммерами играть. И техничку не получается поймать. Через всю карту объехал. Посмотрел, где что там есть. У иранца. А там ракетчики два технички. Два ракетчика. Ну хорошо, хорошо. Хорошо сработал Big Size своей разведкой. Он теперь знает, где что находится. Теперь можно даже и подрывами играть. Он увидел, что там нет аэродрома. То есть он в этом убедился. Здорово, здорово, Ридик. Привет. Как качество трансляции на ютубе? Я постарался вроде бы убрать вот эти вот все квадратики, мыльцо, насколько возможно для моей видеокарты. Вроде неплохо получилось, я считаю. Но вам, как зрителям, виднее, как было и как сейчас. Так. Собрал ударную группу из хаммеров у нас Лифтрак. И попытается сейчас пойти в атаку. Чем будет встречать Big Size? Big Size по-хорошему, раз Лифтрак играет без аэродрома, надо переходить в дворец. Дворца я пока не наблюдаю. И потихонечку играть через рокетбаги. Бросить нахрен эти квады. Побольше техничек. И рокетбаги. И техничками пытаться зажимать. Ну, технички, наверное... Не, технички еще актуальны. Нет стратегического центра у Лифтрака. Лифтрак играет строго от хаммеров. Без стратега. Без стратегии. Так, техничка на... Куда она едет? Куда ты, воин? Ой, это подрывники. На ресурсы. А тут, кстати, чуть-чуть не хватило подорвать. Буквально капельку. Так, ну кладами гоняться за хаммерами — это такое себе дело. Сейчас, скорее всего, дворец появится. Да, есть уже дворец, понял, это Big Size. Так что нечем ему опасаться, не за что его переживать. Не прилетит шальная авиация, не раздолбит твои рокетбаги. Выпад на вышку. Вышка будет уничтожена. Пока Лифтрак занимается чисткой правого фланга. Достаточно не кислая такая пачка с квадами поехала на базу к Лифтраку. Лифтраку приходится продать ресурсный центр, чтобы он ему не мешал обороняться. Чинуки он уже оттуда увел. Ну, квады, да, квады такое себе. Рокетбаги сейчас появятся вскоре. Стратег-центр строится. Но дворец будет быстрее. И прогоняет Big Size со своей половины карты. Говорит, кыш, отсюда он улетает. Но теперь квады переключают свое внимание на левый фланг. А тут добыча у Лифтрака производится. Строит Firebase. Но не успеет его достроить. Квады снесут этот бульдозер вместе с каркасом Firebase. Дроп-зону свою захватил. Квады сыпятся с небес. Подрыв стратегического центра. Хаммеры пытаются прорезаться сквозь
толпу нор. До сих пор нет рокетбаги. А квады уже вплотную подъезжают к базе Лифтрак. Ну что, скорее всего, к следующей игре Big Size подойдет еще более серьезно. Для него это, возможно, будет последняя игра. Но тут просто как-то сыровато выглядит на самом-то деле. Тот же Лифтрак. Уже камерами, конечно, отгавкивается слева, но... Хотя еще, может, не все потеряно. Новый стратегический центр устанавливается. Полетел Спектр Ганшип на дворец. Нет, даже не на дворец, а на вышку. Ну, скорее всего, должен был увидеть сейчас дворец. Да, увидел, где находится дворец. Лифтрак. А вот и рокетбаги. Вот и рокетбаги. Хаммеры пустые вообще. Или не пустые? И не пустые. Кто-то в них живет. Есть уже Джармен Хелл. Джармен Хелла можно, в принципе, заехать и воровать бульдозером. Очень поздний аэродром от Лифтрака. Им надо было сходу играть со старта. Так, Джармен Хелл выбивает один хаммер. Остальное выбивают рокетбаги. А эти куда собрались? Дрончик висит, Джармен Хелла видят. Так, он просто побежал в разведку этими пацанами и сейчас будет работать по норам. То есть поздно как-то сообразил, что надо по норам бить. И появляются, конечно же, рапторы, но их надо было раньше использовать. Их надо было раньше использовать, и прекрасно понимает это Лифтрак, что он слишком сильно опоздал. И для Big Size это 7-й балл. Счет 7-3. Так. Возможно, ребята, это последняя игра для Big Size. И если сейчас Big Size побеждает, он занимает 3-е место на World Series, забирает 1900 долларов призового фонда, из призового фонда. Ну а Лифтраку останется только 800. Но это при условии, что сейчас Лифтрак проиграет. А может быть и не проиграет, и придется еще дополнительные игры играть. Да, до 8 победы. До 8 побед. До 8 побед. Так, у нас Big Size, токсиновый гла-генерал, карта Торнамент Дезерт. О, это тяжелое будет противостояние. Подрывной генерал Гла против токсинового генерала Гла. Но токсиновый будет в приоритете за счет токсиновых нор. То есть здание, даже вот с учетом того, что попытается Лифтрак где-то здание в центре занять, если рядом будет норка, то в принципе этому зданию... В этом здании закрепиться не получится. Поэтому Big Size сейчас на 10% выше шанс победить. И скорее всего, что он эту победу не отдаст. Но посмотрим, посмотрим. Подрывничок от Лифтрака подрывает рабочего, не дает ему строить норку в центре. И сразу же побежали ракетчики занимать свои дома. На левом фланге от Big Size еще одна нора. Блин, пацаны, 1900 долларов на кону, ё-моё. Даже если сейчас Лифтрак проиграет, да он за 800 долларов, я думаю, что ему хватит на мороженое, блин, на целую жизнь вперед. Техничка от Big Size. Че она с чем? Ага.
И раздавили, раздавили. Так, и норку достраивает Лифтрак в центре. Нет, не достроил. Все-таки не дали ему этого сделать. Норка встала на 92%. Так, а здесь кто? Кто здесь живет? О, ракетчик куда забежал? А вот норка в этом доме, это вот сволочь такая. Надо ее будет как-то отменять. Постройку, да, и поехала техничка бороться с постройкой. Так, минус ракетчик, минус 2 ракетчика. И рабочий уничтожен. Не дает Лифтрак цепляться за центр. Зато фланги. Особенно левый фланг забрал себе Big Size. Так, а вот что здесь? Так. Техничка пустая. Скрапик сразу отменяет Лифтрак. И еще одна техничка на правом фланге. Она пустая, нет? Тоже пустая. Это чисто разведка. Чисто разведкой работает Лифтрак. Лифтрак забрал себе центр, но отдал фланги. Справа, слева норы у Бигсайза. А вот с центром беда, конечно. Центр сейчас у Бигсайза проходной двор. Если сейчас будут подрывники, то, скорее всего, останется без военного завода. Это возможно. Да, это минус военный завод. Так. И по рабочим. Правильно. Все правильно соображает Лифтрак. Тут сразу же нарвались на дом. И отстраивается ресурсный центр. Тут коробочки, в принципе, собрать-то можно. Вышку свою будет забирать Лифтрак. Бигсайз свою уже забрал. Еще одна техничка. Ну, это опять по рабочим. Можно сразу 2 здания забирать. Если там есть... Есть там подрывники или нет? Нет, пустая. Пустая техничка. Тут перестрелка домиков. И ресурсный центр. Ну, будет на дальняк, пацаны, собирать. И здесь, кстати, Big Size тоже будет забирать. Фланги отдал, конечно, херово. На самом-то деле. Оба. Еще одна техничка заехала. Все время этот ресурсный центр отключен у Big Size. Не дают ему строить военный завод. Кстати, военный завод у Big Size отсутствует вообще. Не может его никак построить. Второй военный завод ставит тем временем у нас Лифтрак. Так, подрыв вышки. Отлично. А Лифтрак уничтожает потихонечку. Опа, опять не дает поставить военный завод. Да что ты будешь делать? И опять по рабочим. Ну, мог бы уже забрать и казарму, и ресурсный центр. Другой военный завод ставит на противоположном фланге справа. Таксотрактор вывел. Тут токсиновая ребеля. Опять техничка там. Нравится Лифтраку это место. Сколько он уже там техничек поставил? Так, ну надо как-то решать вопрос с этой добычей нелегальной, которая производится Бигсайзом. Бигсайз играет хоть и без военного завода долгое время, но у него есть добыча ресурсов и есть военный завод построенный.
Опять техничка. И опять туда. Ой. А, это рабочего раздавил. Опять по рабочим. В этот раз подрыв. Но не подорвал до конца казарму. Казарма отстроится. Надо новую поставить. Биг сайзу. Или со старой что-то решать. Пока у Лифтрака все хорошо. Есть второй военный завод. Правда, пока через Фуфил играет. Черный рынок. Значит, где-то дворец. Где дворец? Ага, вот дворец. Все, пойдут еще рокетбаги. Так, ну увидел где тут живет. 100% должен быть, что знает. Модернизация завершена. Да, должен знать. Опа. Еще один ресурсный центр. Хреново пока себя ощущает Big Size. Ну, тут можно подорвать и ресурсный центр. Это. Было бы желание. У Лифтрака. Он его должен видеть. Но вся заруба идет за правый фланг центра. И Big Size его отвоевывает себе. Так, демо-байки. И Токсотрактор выселяет бункер, который смотрел на центр. Big Size восстанавливает себе 4-й ресурсник. Так. Танки Скорпионы пошли под токсинового генерала. Есть уже Джармен Келл. Починил YouTube. Да, сделал сегодня, ковырялся. Вроде как сделал. Так, надо что-то решать с этими танками-скорпионами. Слева все спокойно. Есть рокетбаги. Из норы в норк сразу так мансует немножко Big Size. Немного поатаковал и сразу обратно в домик. Ох. Тут уже вовсю черные рынки строятся. Так, ну центр потихонечку Лифтрак начинает сдавать. Даже не потихонечку. YouTube барахлил, это не у меня была проблема. Я просто сегодня поменял некоторые настройки, чтобы именно картинка не расплывалась, как медуза. Вот это да. А то, что YouTube там чуть не мог расчехлиться, то уже как бы не моя проблема. Лифтрак начинает центр проигрывать. Это плохо. Это очень плохо для него. Начинал за здравие, опять заканчивает за упокой. Ну что ж такое-то, а? А я так надеялся, что хоть он 4-й балл себе заберет. Джармен Келл работает. Так, ну рокетбаги начинают неплохо дамажить. А дворец есть у Big Size? Нет дворца? Без дворца играет. Ну а Лифтрак уже вовсю пользуется своими технологиями. Правда, слева тоже его поджимает Big Size. Ты против Дакар, да. Тяжелое противостояние, конечно.
Очень тяжелая. Особенно для лифтрака. Он просто бедный. Он бедный, просто не знает, что делать с этим бигсайзом. Он везде, блин. Зря центр, конечно, отдает. Хотя сражение идет вовсю. Не все еще потеряно. Надо было, блин, подрыв какой-то организовать на вот этот ресурсный центр. Норки надо выбивать те. Наглейшие. Ох, какой ребелямбуш. Вовремя это я переключился. Вовремя. Так, ну у лифтрака до сих пор вышка есть. Рабочим подорвал им. Так, ну рокетбаги начинают ломать картину Репина. Для бигсайза. Там еще и German Kell. Все, полностью сравнял с землей дома, чтобы они ему не мешали. Мог бы... Ох, как неудачно сейчас бигсайз выехал из норы. Два скорпиона у него осталось. А тут только одна норка. Тут только одна норка. Слушай, ну... Я думаю, обидно будет лифтраку тоже, конечно. Только $800 получать. Он, может, хочет больше. Главное, чтобы сейчас бигсайзы... Вряд сейчас 7-3 счет. И сейчас бигсайз поплыл, он уже думает, может, сейчас у меня денежки в кармане. И тут на тебе, хопа! И лифтрак переворачивает сейчас картину с ног на голову. Пока вроде как. Какое-то время назад лифтрак терял центр. Теперь ситуация меняется. И бигсайз теряет свой правый фланг. А там до потери левого фланга тоже недалеко. Еще бункер этот выбить надо и рабочих оттуда повыгонять. Так, у бигсайза где дворец? Есть дворец. То есть, пока не видно рокетбаги от него. Поедешь в Данию и его утешай, да? Очень напряженная борьба между этими игроками. А тут военный завод под атакой. Есть еще военные заводы? А где военные заводы? Больше нет военных заводов. Придется новый военный завод сейчас строить. У бигсайза он только один. У лифтрака их 2 имеется. И черные рынки уже есть. Ёп. Так. Только один рокетбаги потерян. Ой, токсиновые ребеля. Неприятно сейчас по рокетбаге. Прошлись. Но я думаю, надо переключать свое внимание на левый фланг. Во-первых, здесь коробки добывают, что крайне неприятно для лифтрака. Надо оставлять бигсайза без добычи ресурсов. Да, и переключает свое внимание на левый фланг. Так, тут German Kell минирует здание. Так, но бигсайз предпринимает попытку центр себе отжать. И подрыв, демобай. Подрыв. Еще и боевой автобус. Но лифтрак, конечно, вовремя перешел в рокетбаги, иначе ему ничего бы не принесло успеха. Я думаю, что он не упустит сейчас свою 4-ю победу. Хотя тут центр его, под его контролем. Коробочки еще в центре есть, можно, в принципе, собирать.
Есть Джерманкел у Бигсайза в центре. Так, ну и норки. Последние норки в центре. И центр будет полностью под контролем иранского игрока. Так, тут Джерманкел. Просто стоит и смотрит, как ему крошат норки. Нет, все-таки один Рокетбаг решил выбить. Ну, через контрол. Уничтожь. Так, просто прокатился. Так, минус нора на левом фланге. Полностью выбивает. Походу расслабился. Ой. Походу расслабился Бигсайз. Посчитав, что победа уже у него в кармане. Ресурсный центр продан. И ресурсов больше. Не, вроде есть, но мало. Мало. Черных рынков тоже мало. Вперед, Лифтрак, тут кто-то болеет за тебя. Так. Ну, все. Свою победу он все-таки не упустит. И все-таки мы посмотрим ответную игру. Рокетбаги сделали эту победу для Лифтрака. Трофейные два Рокетбаги. И последние остатки базы Бигсайза. Осталось только дожать, додавить. Без вышки он остался еще в самом начале. Долго не мог на этом ресурсном доке зацепиться. Так, токсиновая ребеля. Да, разогнали Рокетбаги. Надо что-то с этим Джерманкелом делать. Ну это просто мразь такая, что ну просто бегает по карте и срет. Ему надо Лифтраку избавиться от него. Ну вот, пожалуйста. Джерманкел есть. От Лифтрака. Ну, что он не стрелял-то? И токсиновая бомбочка. И так денег не хватало Бигсайзу. Сейчас тем более не будет хватать. Но Бигсайз еще в игре. Он не сдается. Подвел двух пацанов. Ловит на живца вражеского Джерманкела. Да, и в ответ Бигсайз поймал чужого. Есть 5-й ранг у Лифтрака, пока скрытых атак от него не было. Опа, Ребелямуш. Опа, Чирик. Есть уже Скотшторм. Ну, вторичная экономика просто бомбическая сейчас у Лифтрака. Бигсайз тоже пытается строить черные рынки. Такой малой группой играет сейчас Лифтрак.
И побежали рабочие, они же подрываются. Так что надо оттуда валить. Как можно быстрее. Скрытая атака от лифтрака. Ага. Опа. Не получилось. Так, а тут Джермен Келл есть. Опа, подрыв Джермен Келла вражеского. Он быстрее бы подорвал бы этих двух ракетчиков и быстрее бы снес бы этот черный рынок. Где повышение? Да вот же повышение. Скрытая атака. От лифтрака. -1 черный рынок. И лифтрак сейчас будет минировать вражеские здания. И есть там Джермен Келл. Есть. И, кстати, там дальше проход есть. Где токсобомба? Токсобомба была сброшена сюда. Тут же ресурсы закончились. -2 черных рынка. Можно военный завод минировать. Ага, добивает здание. Джермен Келл. Опа. У Бигсайза и без того не хватает денег. Так. Ага. Уничтожил. Бигсайз чужого Джермена Келла. И поехал вперед. Что, техничка с подрывом, что ли? Ага. Ну да, рабочие они дешевле. Рабочих я решил использовать как подрывников. Так. Не туда бьют рокетбаги у лифтрака. А тут Джермен Келл опять тусует. Падла. Коробки не надо таскать из задания. В натуре. Так. Что-то тяжелая игра для Бигсайза. Скрытая атака опять используется от... Опа. А это подрыв. Рабочие будут подрывать. Подрыв в исполнении рабочих. Все, минус черный рынок. Ну, неплохо, 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 неплохо. Черных рынков у Бигсайза становится все меньше. Так, а вот боевой автобус надо чем-то будет останавливать. Куда? Куда стреляй? Самое интересное, Бигсайз не сдается. 3 рынка это как раз один завод спам. Все, и Ребель Амбушев закрывает вопрос с этими боевыми автобусами. И полетела таксобомба куда? А вот и скрытая атака от Бигсайза. Ее долго не было. Давай. Так, полетел Скатшторм. И Бигсайз сдается. И Бигсайз сдается. Что ж, счет у нас 7-4. Слушай. Я думаю, что Бигсайз не остановится в одном шаге от своей заветной победы. Вот так вот.
Мы просто смотрим реплей от Big Size, поэтому так. Поэтому он когда сдается, у нас игра сразу обрывается. Так, ну что, Big Size теперь у нас играет за подрывного генерала Гла. На верхней части карты Tournament Desert, внизу под ним играет токсиновый генерал Гла Лифтарак. Датчанин у нас вверху, иранский игрок внизу. Кажется, у меня есть все шансы поутешать на 800 баксов одного датчанина. Ну, посмотрим. Посмотрим, подожди. Лифтраку еще надо как минимум 3 игры забрать у Big Size. Big Size просто один раз надо победить, и все. Так. О, какой рабочий. О, какая норка. От Big Size. Так. Ну что, посмотрим. Побежал токсиновый ребель на захват. Захват выучен. И... Ой. Как-то прошляпил свой момент Big Size. Тут домик занимается от лифтраком. Лифтрак занимается домиком. Как удобно, так и крутить. Техничка. Техничечка. Техничечка. Хорошая техничечка поехала от лифтрака по левому флангу. А у Big Size по правому флангу. И на рабочих. А тут не закрыл проход. К сожалению. Так, лифтрак. Если там подрывы? А если там подрывы? О, вот это тупняк от Big Size. Он сюда норку не поставил. Это очень серьезный тупняк. И техничка поехала. Это что, подрывники? Или не подрывники? И тут, кстати, неудобно стоит. Можно подорвать. Так, ну думаю, знает об этом лифтрак. Еще одна техничка. Тут технички вовсю катаются. Это пустая. Через контрол простреливает и уничтожает рабов. Блин. А с подрывниками что-то поедет? Танки-скорпионы. Так, свою норку Big Size настроил на основной базе. Опа, какой хороший выпад сейчас от Big Size на правый фланг лифтрака. Лифтраку нечем отбивать, сейчас базу садит. И рабочих сейчас раздавят еще. Так, ну надо прогнать эту техничку. Еще один проход через центр. Это опять пустая техничка. Что-то одними пустыми техничками играет лифтрак. По ресурсам отстает, так как несколько раз Big Size все-таки прокатился по его рабочим. И несколько раз ему пришлось заказывать. Опять сейчас прокатится, но не елки-палки. И опять на те же грабли у лифтрака. Ну, норку-то поставь сюда одну, пожалуйста. Здесь уже третья нора на правом фланге. Это все надо будет чистить. В центре зато есть у лифтрака дополнительный ресурсник. У Big Size пока такой роскоши нет. Построй норку, пожалуйста. Вот сюда построй норку одну, и все. У тебя проблемы там закончатся.
Не, в этот раз... Нет, тоже без подрывников. Опять правый фланг. Ну, должен же был понять Лифтрак, откуда ноги растут, что там 3 норы у тебя под боком. Потеряет сейчас ресурсный центр, блин. Но Лифтрак пошел сам в свою атаку, вперед. Так. Терпит пока поражение Big Size у себя на базе. Но вражеский ресурсный центр все-таки отжал. Но надо возвращать свою группу обратно в норку. А норы... Ближайшая нора вот она. На правом фланге. Так, подорвал. Подорвал. Военный завод под атаку. Да, приходится аж издалека вести свою группу. А тут еще скорпионы по центру. Чужой ресурсный центр занимает. Там военный завод не добил. Центр делят пополам слева. Вот эту позицию надо отбивать по-любому. Ну, военный завод не добил, казарму уничтожил. Но не до конца. Надо вот с этой позиции что-то делать, потому что, ну, нереально. Рабочих просто на токсинах. Тяжелая ситуация сейчас у Лифтрака. Он фланг свой потерял правый. Надо отбиваться. Начинает чистить левый фланг, чтобы с центра добыча не шла. Так, ну а не успевает, не успевает. Big Size вернуть свою группу и сейчас потеряет дополнительный ресурсный центр. Да, теряет. Ну вот с этим надо что-то думать. Немножко неудобно здесь группа у Лифтрака расположена. Так. Попытка вернуть себе правый фланг от Лифтрака. У него пока игра хорошо идет, кроме вот этого вот странного правого фланга. Центр пока разделили 50 на 50. Ведет с собой один радар для того, чтобы вот эти вот мины увидеть, если что. Но тут, конечно, грамотно выезжает Big Size, не дает просто так проехать, сразу 4 скорпа теряет. Поехал на штурм. Тут слишком много у Big Size вылазит скорпов, снорки. Да. Потери серьезные при попытке штурма вот этих позиций. Надо было сразу, ну ты же видел, что отсюда как-то быстро приезжают. Надо, наверное, где-то здесь они и были. И вот она вот, первая нора, вторая, потом третья появилась, и все.
Вот это вот тут сражение, конечно. И пока вроде как сражение не в пользу Бигсайза. Да. Очень не в пользу Бигсайза. Но тут Джарван Келл есть. Тут норка работает на Бигсайза очень хорошо. Что-то осталось, интересно, там в норке? Или нет? Да. Ситуация для лифтрака пахнет писюнами. Тут ничего не скажешь. Издается лифтрак. Поздравляем Бигсайза. победили. 1900 долларов в его кармане. Ну а лифтраку придется довольствоваться малым. 800 долларов. Ну слушай, ну 800 долларов тоже не маленькие деньги. Все, кто играл до матча за третье место, получают... Получается, участники... ну да, получается, участники до полуфиналов получают по 400 долларов, кто вылетел. Участники полуфинала на ваших экранах разыграли 1900 и 800 долларов, соответственно. Ну и не знаю, правда, когда, но будут сыграны матчи за финал. За самый главный приз. Сейчас скажу, какой там главный приз. А главный приз у нас 7140 долларов. И за второе место 3600 долларов. Вот там, конечно, самый смак будет. За главный приз. Да. Первое место 7140 долларов. Второе место 3600 долларов. Третье место 1900 долларов. Четвертое место 800. С 5 по 8 место 400. Девятое место 9-16 место 75 долларов. Prediction Contest — это типа кто угадает, как сложится турнир, 100 долларов получает. Стримеры, и я в том числе, получают общим 300 долларов, но там разделяют по 50 долларов на брата, короче, на рыло. За лучшему картоделу 300 долларов. Ну, все карты, короче, там типа статистика ведется. Кто больше всего выбирали, чью карту выбирали, тот и победит, я так понимаю. И Гентул 150, не знаю, что такое Гентул. Вот, а всего-навсего у нас призовой фонд 19 тысяч долларов. Нормально, нормально. Ну что, на этом я буду заканчивать данную трансляцию. Надеюсь, вам понравился данный бой. Бой вышел, конечно, ну, я бы не сказал сильно на равных, но Лифтрак дал бой Бигсайзу. И заслуженное, наверное, все-таки 4-е место у него. Ну, а Бигсайз молодец. Сражался грамотно, знатно, но до финала ему не хватило одного шага. Но 3-е место для него тоже, как говорится, неплохой результат. Все, всем спасибо, всем пока. Спокойной ночки и удачи.